Привет и добро пожаловать на мой канал «Простой разговор». Разговор мой, как я раньше работала в ресторане студенткой, и помню, меня поставили за бар, потому что мой начальник сказал: «Поставим симпатичную девушку за бар». Сначала я совсем не справлялась с работой, но я старалась, работала там, и однажды пришел клиент, который попросил коктейль, а я сказала: «Попробуйте вот этот». А он ответил: «Я куплю все, что вы мне предложите, потому что вы такая милая, вы просто красавица». Я тогда пошутила: «Ну, значит, я волшебница». Эта фраза запомнилась, и когда я начала заниматься соцсетями, я взяла имя волшебница. Сегодня мы обсудим несколько тем. Например, отношения с самим собой, с друзьями, а также с мужчинами или женщинами в романтическом плане. Но для начала расскажу, какой момент в твоей жизни стал переломным и подтолкнул тебя начать эту карьеру. Переломный момент. Мое детство было очень тяжелым. Как он издевался над моей матерью, мой отец. Детство забавно, но когда отец решил изменить моей маме, это был самый счастливый день для нас с моими братьями и сестрами. Мы думали, этот монстр уходит из нашего дома. Мы были так счастливы, но ирония в том, что когда твой мучитель покидает дом, и ты, наконец, обретаешь свободу, которую всегда хотела, ты начинаешь мучить себя. Я тогда и заболела. И когда я смотрела на своих братьев и сестер и на себя, я видела, как мы по-разному справляемся с этой проблемой. Ведь не в самом насилии, а в том, что идет потом. Проблема в том, как ты чувствуешь себя после того, потому что теперь мы должны осознать, что позволяли так с собой обращаться. И что это продолжалось столько лет. Очень больно осознавать это. А потом ты переходишь от всего этого, что было, твоей нормой к вопросу, что теперь, кто мы на самом деле. Потому что мы не знаем, кто мы. Без этого нам не давали познавать себя. Я чувствую, что моя жизнь началась, когда мой отец изменил моей матери. Только тогда она по-настоящему началась. Это был первый момент, когда я взглянула на себя и сказала: что же дальше? И для меня самое главное в жизни всегда был: дай-ка я заработаю деньги, разбогатею, потому что я могу, хотя я не могу исцелить свою семью, но хотя бы смогу позволить себе пластырь, чтобы закрыть раны, которые нанес мой отец. Я чувствовала себя ответственной за боль, которую пережила моя семья. Не знаю почему, но я чувствовала ответственность. Поэтому всю свою жизнь я думала, как заработать деньги, как их заработать. И чем больше я старалась, тем сильнее я боролась со своим расстройством. И когда ты борешься со своим этим, вся твоя энергия уходит на это. Поэтому я говорю людям, которые, например, пытаются похудеть. Сегодня даже говорила об этом с одной женщиной в магазине. Она сказала: «О, мне так нравится твое тело, ты сидишь на диете». А я ответила: знаете, я потеряла вес именно тогда, когда перестала хотеть худеть. И сейчас, чтобы я не ела, я не могу снова набрать вес, хотя это теперь другая проблема. Но все равно хорошо. Да, но я сказала ей, потому что раньше я была в таком же состоянии. Вся моя энергия уходила
на это, я даже не могла ничего создавать. Я не могла создать ни бизнес, ни что еще, потому что вся моя энергия уходила на мысли и идеи. Я просыпалась и думала, потом еле засыпала снова. Знаешь, почему я думаю, что у меня началось расстройство пищевода? Это поведение, потому что все детство, где ты не чувствуешь, что можешь что-то контролировать, это расстройство дало мне ощущение контроля. Я могла контролировать, что ем или не ем. И каким-то образом я чувствовала гордость за себя, хотя дело никогда не было в том, как я выгляжу, потому что я все равно никогда не была достаточно худой. Я считаю, что это форма медленного как бы саморазрушения. Но когда я перестала тратить энергию на это расстройство, я подумала, знаешь что, потому что это длилось 3 года, включая тяжелую депрессию. После того, как мой отец ушел, и тогда я решила, давай что-то менять. Что я могу изменить? Потому что я устала винить всех или свои обстоятельства. Я сказала себе, тебе нужно начать смотреть на себя. Потому что причина в том, почему моя жизнь такая. Это я сама, а не кто-то другой. Я мучила сама себя, и мне больше некого винить. Да, у меня было жестокое детство, но что мне теперь делать? Продолжать быть жертвой или забрать свою силу обратно? Чем больше энергии я трачу на ненависть к отцу, тем сильнее он становится, а я хочу силу. Я хочу создавать, понимаешь? Поэтому я решила, что пора вернуть всю энергию себе для себя. Единственный способ сделать это — взять ответственность за свою жизнь. Вина отнимает у тебя силу, а ответственность возвращает ее тебе. Мне кажется, они считают меня самовлюбленной, мол, она нарцисс. Я часто это слышу или говорят, она токсична, ее мышление токсичное. Но я думаю, что люди просто не понимают, что такое нарциссизм. Настоящий нарцисс никогда не ведет себя как нарцисс. Он ведет себя как самый милый человек. Именно поэтому женщины так долго остаются в отношениях с нарциссами. Они не понимают, что происходит. Нарцисс — это не тот, кто приходит и заявляет: «Я потрясающий, я невероятный». Нет, это все слишком явно. Нарциссы более скрытные, манипулятивные в своем поведении. И мне кажется, когда люди видят меня, например, и я выкладываю что-то в соцсети, как вчера я выкладывала, я всегда получаю то, что хочу. Я делаю это, чтобы люди посмотрели в соцсетях и прочитали это как будто про себя, хотя я понимаю, как это выглядит для других. В то же время я думаю, что это даже хорошо, что люди обвиняют меня или говорят: она нарцисс, слишком самовлюбленная. Думаю, это оказывает хороший эффект, потому что есть люди, которые смотрят на меня и думают, она такая самоуверенная, так говорит о себе. Если она может так говорить о себе, может, и я могу немного полюбить себя. Они начинают чувствовать себя комфортнее, потому что я их вывожу из зоны комфорта своим способом говорить, понимаешь о чем, а потому что они видят это как что-то экстремальное. Но это каким-то образом делает их увереннее, потому что они думают, если она может быть такой-то, может быть, я могу хотя бы на 20% быть такой же, как она. Разговор о нарциссах, думаю, это как раз то, о чем многие люди меня всегда спрашивают. Как, несмотря на то, насколько ты умна, насколько эмоционально развита,
Особенно как женщины, ты все равно можешь застрять в такой ситуации. Человек начал распознавать, что это токсичная ситуация. Этот человек может быть токсичным. Я достаточно общалась с нарциссами в своей жизни. Первое. Слушай свою ситуацию в первую очередь. Да и любой человек может слушать свою интуицию. Я считаю, что женщина, она особенно сильная. Почти как будто наше тело и душа знают, что что-то не так, еще до того, как это действительно произойдет. Я вижу сны о человеке, с которым мне не суждено быть, вижу сны о том, как я ухожу, или вижу образы о том, чтобы уйти. Но я не слушаю. Это потому, что думаю, я сумасшедшая или неправильная. А потом случается что-то неприятное и страшное, и я понимаю, ох, но я ведь знала. Это я точно знала это. Еще год назад я могла бы это предотвратить, но не послушала свою интуицию. Очень-очень важно. Ты не должна чувствовать ущербное рядом с человеком, даже с другом. Ты не должна сидеть с другом, а потом возвращаться домой и думать: «Боже мой, я чувствую себя так плохо, потому что только что произошел обмен негативной энергии». И второе, что нужно сделать, это смотрите на их действия, а не на слова. Я постоянно говорю это людям. Вот у меня была такая история с местом, куда я всегда хожу на обед. Там работают две официантки. Они такие милые, они мне так нравятся. Так вот, они рассказали мне, что это место закрывается, и новый владелец Тим берет его под свое управление. А предыдущий владелец делает новый контракт, и они теряют зарплату за 2 месяца. Я начала расспрашивать их, потому что хотела помочь с работой. Они говорили: ну, он не такой уж плохой, наш начальник. На самом деле неплохой человек. Он просто так говорил. А я ответила: нет, нет, что он сделал? Ему наплевать на вас, он должен заботиться о вас. Ты должен заботиться о тех, кто работает на тебя или за кого ты ответственен, кто в твоей жизни. Это ненормально, поэтому я сказала: не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает. И многие женщины такие чувствительные, им нравится слушать красивые слова. Нет, смотрите, как он обращается с вами, если он жесток. А завтра говорит, что любит вас. Он все равно жесток, он вас не любит. Любящий человек никогда бы не стал вас унижать. И я думаю, как только вы начнете просто видеть людей такими, какие они есть, знаешь, люди становятся завораживающими, когда ты вкладываешь в них свою энергию. Вот сейчас, если я смотрю на тебя, я нахожу тебя потрясающей. Да, ты приятна, но это потому, что мы сейчас обнимаемся энергией. Но что, если, например, у меня была бы такая ситуация в прошлых отношениях, расскажу. Так вот, я всегда думала, что я никогда не была той, кого выбирают по внешности. Мне все равно, как ты выглядишь. Я никогда об этом не заботилась. Меня больше интересует интеллект, ум и то, какой ты человек. Но чем дальше развивались отношения, тем больше это походило на розовые очки. И я поняла, что этот человек может так классно проявлять свои желания, что этот человек становится таким успешным, делает столько всего. Я думала: о, этот человек просто потрясающий. И даже начала думать: если он такой, значит, я тоже потрясающая. Я начала приписывать ему все заслуги. Но как только я рассталась с ним, решила, что с меня хватит. Я забрала всю свою энергию обратно и подумала: это закончится. Я снова увидела его и была в шоке. Я подумала: не может быть, чтобы я была с этим человеком. Нет, я буквально увидела его таким, какой он есть на самом деле. И это то, что мои друзья мне говорили.
Нет, ведь он не был хорошим человеком. Это и была главная проблема. Но я думала, моя энергия сделала его таким магическим для меня. И то же самое, все, что я думала о нем, например, что он такой успешный, классный, все это прекратилось, когда я убрала свою энергию. Многие люди встречаются с кем-то и ставят их на пьедестал почета. Но все это из-за вашей энергии. Например, многие мужчины становятся более привлекательными, более успешными, потому что они с этой женщиной, а потому что женщина начинает думать, что он слишком хорош для меня. Но без меня у него не было бы всего этого, что я думаю. У него есть, да, это безумие, как же общаться друг с другом. Но в то же время у нас такие похожие жизненные опыты. Это безумие, я просто в шоке. Все резко меняется, как только оно проходит, пути назад нет. Все неприятное остается, и ты думаешь, это невозможно. Смотреть на своего бывшего, так как на него смотрели твои друзья. Я больше никогда не хочу такого видеть. Это разочарование, когда чувствуешь, я думала, нет, это невозможно, ты такая простая. Кто вообще мог любить этого парня? Я думала, меня точно заколдовали, это невозможно. Это была не я, точно была не я. Я была как по заклинанию. Вернемся немного к той же теме. Вот еще один вопрос, который нам часто задают. Раз мы уже заговорили о теме мужчины и свиданий, знаешь, сейчас не знаю, связано ли это с тем, как общество меня или с изменением гендерных ролей и традиционных ролей, но сейчас видно, что многие женщины очень успешны. Правда, женщины становятся более независимыми, финансово обеспеченными, и поэтому успешные женщины, которые иногда называют женщинами высокого статуса, хотя мне не совсем нравится этот термин, именно такие женщины испытывают трудности с поиском партнера. Как ты думаешь, почему так я думаю? Это потому, что многие мужчины не уверены в себе. Они черпают свою ценность из успеха. Многие мужчины оценивают себя через успех. Если у них есть женщина, которая успешнее, их это тормозит. Для них соревнование, я думаю, что это на самом деле грустно, потому что людей не учат, например, тому, чтобы мужчины больше прислушивались к своим эмоциям или развивали другие навыки, а не только умение зарабатывать деньги. И только тогда они могли бы оценивать себя через эти вещи, но сейчас, потому что мужчин так долго ставили на пьедестал, и они просто вкладывали в молодых мужчин, а женщины оставались домохозяйками. А теперь у нас есть мужчины, которые просто знают хорошо, я получу свою ценность, если буду успешным. Если я успешен, значит, я хороший человек. Посмотри на свои моральные принципы, кто ты как человек. Узнай себя лучше, и так вы обретете свою уверенность и ценность. Уверенного мужчину не пугает успешная женщина. Никогда. Но уверенных мужчин просто не хватает на всех женщин. Ты наверняка замечала все эти забавные ролики, где мужчины хотят королевского обращения. Они не хотят платить за все. Появляется эта идея 50 на 50. Ну как ты думаешь, может ли это вызвать проблемы у мужчин с пониманием своей роли и своего положения в обществе? Я думаю, мужчины всегда получали королевское обращение, но стоит женщине сказать «Эй, обеспечивай меня», и слышишь от них в ответ «Ты охотница за деньгами?» Сколько мужчин согласились бы встречаться с некрасивой женщиной? Точно они бы не согласились. Просто не согласились бы, потому что у них есть этот стандарт. Если ты некрасивая, я не хочу с тобой встречаться. Но как только у женщины появляются стандарты, и они говорят, если ты без денег,
Я не имею в виду бедных мужчин, нет. Я говорю о мужчинах, которые не умеют создавать изобилие, и это большая проблема. Например, для меня безденежный мужчина — это как мой отец. Он отказывался работать, он не хотел работать, не хотел разбираться, как работать. Он заставил мою маму работать всю ее жизнь, но она заботилась о нем. Он не уважал себя и не уважал мою маму. Это был полный дисбаланс. И, конечно, моей маме пришлось компенсировать недостаток мужской энергии в доме. Так вот, если человек не умеет создавать изобилие, это и есть безденежный мужчина. Неважно, сколько денег он зарабатывает. Если он старается, он изобильный мужчина, потому что многие люди, особенно женщины, думают, мне просто нужен богатый мужчина. Я встречалась с очень богатым парнем, наверное, самым богатым, с кем я когда-либо встречалась. Ты каждый день показываешь, сколько зарабатываешь. Но что я с этого имею? Что мне до того, сколько ты зарабатываешь? Так что это просто разница, когда мужчина не умеет быть изобильный. Вот в чем большая проблема. Так что мужчины, которые хотят королевского обращения, думаю, они всегда это имели. У них всегда был стандарт для женщин. Ты должен вести себя так-то, и бла-бла. И даже раньше, когда женщины должны были домохозяйками, было столько стереотипов. Ты должна готовить, убирать, заботиться о детях. Еще при этом хорошо выглядеть. А если ты этого не делаешь, я тебе изменю. И если делаешь, то тоже изменю. Женщины просто вынуждены были это принимать. Но потом появились женщины, например, такие, как я, которые сказали, хватит это принимать, давайте установим стандарты. Понимаете, установим стандарты как сообщество. И благодаря этому, да, у нас есть то, что у нас есть. Сейчас очень успешные женщины верят в себя, а не в мужчину, и стремятся к тому, чего хотят быть теми, кем хотят быть. Они гонятся за мужчиной и не осознают свою ценность из отношений с мужчиной, потому что это тоже огромная проблема, с которой сталкиваются женщины. Они думают, о боже, если я не выйду замуж к такому-то возрасту, или у меня не будет детей, значит, я не состоялась как женщина. Но кто это сказал? Общество? Ваши родители? Ваша культура? Кто это сказал? Кто установил этот стандарт? Для женщин кто сказал, что если у женщины так, и у мужчины могли иметь менструации или беременность, мы бы не смогли бы соответствовать их стандартам. У них были бы стандарты до небес. Даже что-то вроде гигиенических средств, например, тампонов, прокладок, было бы бесплатным. Да, и они бы сделали медицинские лекарства или что-то еще, чтобы снимать спазмы на рабочем месте, брать выходные. Но, к сожалению, мужчины не женщины и не могут чувствовать женских страданий. Я думаю, что идеализация брака — это как будто трава зеленее на другой стороне. Я знаю, что есть много замужних женщин, которые мечтают вернуться домой в пустой дом. Честная идеализация детей и брака зашла слишком далеко. Люди не видят закулисье, им всегда показывают красивую картинку. Но вся работа, которая стоит за этим, все споры, компромиссы, все измены, которые происходят, и тогда ты начинаешь думать, о боже, хочу ли я остаться замужем, чтобы не потерять семью и свое лицо перед другими. Я просто остаюсь замужем за изменником. А потом кто-то смотрит и думает, о, я бы не хотела бы иметь это. Ты не знаешь, что происходит в чем-то доме, за закрытыми дверями. Знаешь, мы, родители, как все, кто их знал, думали, что отец прекрасный человек, такой потрясающий человек, такой религиозный, говорили они.
а за закрытыми дверями он буквально был дьяволом. Ты никогда не знаешь, что происходит, поэтому я бы сказала, никогда не идеализируй. Быть независимой, и никто бы не смог прожить мою жизнь, они могут только дополнить ее. Но я не думаю, что я начну семью, потому что я знаю, что это займет так много времени, энергии. Если я хочу воспитывать семью так, как я считаю нужным, то есть полная отдача и внимание. Все зависит от того, действительно ли это ты этого хочешь, или просто хочешь создать идеальную картинку для общества, потому что нам нужно вернуться к нашим убеждениям и задать вопрос, почему у нас они возникают. Ведь это касается не только женщин, это то же самое с мужчинами. Правда, если ты не женат как мужчина, то ты не мужчина, ты не отец. О боже, тебе уже за 30, а ты еще не отец? Зачем навязывать это людям? Некоторые просто не хотят этого, и это нормально. Кто-то хочет, тогда да, ты ищешь свой путь, встречаешься с разными людьми и понимаешь, подходит ли это тебе, но не делает из-за чувства, что ты теряешь время, потому что я считаю, что все в жизни происходит в нужное время. Божественный момент, когда это предназначено тебе. Если что-то не предназначено тебе, это не случится. Что бы ты ни делал, а если предназначено, никто и никогда не сможет это у тебя отнять. Оно придет, и придет самым чудесным образом. Так что просто отпусти. Женщинам нужно учиться отпускать. Это ключевое. Смотри, прямо перед этим примерно месяц или полтора назад я была настолько зациклена на результате, я стала очень мнительной, потому что мне как будто некому было меня поддержать. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Я думала, о боже, мне нужно это, я должна что-то придумать. Я буквально сходила с ума. Так сильно сосредотачивалась на своей карьере, я просто теряла себя. И тогда я поехала домой, потому что морально я была подуставшей. Я вернулась к своей маме домой, и на второй день после приезда я пошла гулять на природу. Я всегда говорю людям, идите гулять на природу, потому что природа исцеляет. Деревья, растения, все это живые существа. Природа помогает. Я даже говорю людям, прислонись спиной или положи руки к дереву. Это уберет любую энергию, которая тебе не нужна. Так мы взаимодействуем друг с другом, но люди не знают об этом или не хотят это пробовать, и поэтому не продвигаются дальше в жизни. Так вот я пошла гулять на природу и начала говорить с Богом. Я всегда это делаю. Я разговаривала с Богом, особенно в начале своей карьеры. Разговаривала с Богом как с лучшим другом. Боже, я делаю это так. Вот я гуляла на природе и начала говорить с Ним. Боже, я больше не могу. Не так, как сейчас. Я хочу делать то, что должна на этой земле. Завершить свою миссию. Но не так, не в одиночестве. Я чувствую себя очень плохо. Я сказала, я больше не хочу жить. И это действительно было мое ужасное состояние. Я не хочу здесь больше быть, но я сама к этому пришла. Что? Сделай это ты. Разберись, пожалуйста, Боже. Забери мою жизнь, так я сказала. И вдруг, пока я шла, я услышала отказ от желаний. Я услышала фразу в голове и продолжила идти. Я начала повторять ее вслух: отказ от желаний. Я поняла отказ от желаний. Все, я была слишком сосредоточена. Мне нужно достичь того, мне нужно достичь успеха в работе, мне нужно больше и больше. Я была слишком сфокусирована на этом. Я осознала, что если я просто отпущу это, скажу, я больше ничего не хочу. Ты разберись, вот, Боже, забери это ты, разберись. Когда я так сделала, все, что я когда-либо хотела, пришло. И пришло быстро, как за последние 2 месяца.
моя жизнь изменилась на 360 градусов. Я, наверное, никогда не была счастливее, чем сейчас. Это безумие. Но все началось с того момента, как я просто отпустила это. Я сказала, мне все равно. И знаешь, это видно, например, когда ты что-то отпускаешь. Ты возвращаешь свою силу, ты возвращаешь свою энергию, вложенную в это. Если ты слишком сосредоточена на чем-то, например, на бывшем, в тот момент, когда ты перестаешь его хотеть, вдруг он пишет тебе, вдруг он звонит теперь. Теперь он одержим тобой. Почему? Потому что ты забрала свою энергию обратно. В этот момент, когда ты возвращаешь свою энергию, становится целой сама по себе. Эти вещи начинают притягиваться к тебе, они хотят быть с тобой вместо того, что ты хотела быть с ними, потому что никто не любит отчаяние. Это отталкивающая энергия. Когда ты в отчаянии, у тебя мышление притупляется, ты не веришь, что эта земля изобильна, очень изобильна. Как ты можешь? Ты просишь слишком много. Почему ты хочешь всего этого? Но на Земле есть миллиарды, множество миллиардов. Почему я не могу иметь хотя бы 10% от того, что есть у них деньги? Это тоже изобильный ресурс. Знаешь, деньги дают свободу. Это единственная причина, почему все хотят деньги ради свободы. Потому что я могу идти куда хочу, делать, что хочу, помогать людям, так как я хочу так, что если это есть на земле, почему я не могу это иметь? Если Бог создал эту землю такой изобильной, все, что есть на этой земле, я могу иметь. И я получу это, когда думаю хорошо. Я хочу это, но я просто хочу это, я не зацикливаюсь на этом. Я просто знаю, что у меня есть цель в глубине души, сознания, но я не в отчаянии. И именно тогда это приходит, мне это нравится. Бог никогда не скажет тебе «нет», Бог всегда отвечает «да». Не сейчас. Или у меня есть что-то лучшее. Так что нужно помнить, если ты чего-то не получаешь в жизни, значит, это просто не твое. И это, опять же, очень освобождающая мысль. Правда, это как будто есть большая картина божественное вмешательство. Нет смысла волноваться, что предназначено тебе, найдет тебя. Я думаю, что благодарность – это то, что мы мало практикуем. Раз мы затронули эту тему, хочу спросить, мне кажется, что все это чрезмерно обдумывание, излишний анализ, удерживание вещей часто приходит от недостатка уверенности в себе или любви к себе, потому что люди не понимают разницу между любовью к себе и эгоизмом. Мы всегда предполагаем, что «ой, не должны занимать много места, не должны говорить о себе, о своих успехах. Я хочу коснуться темы любви к себе и того, что они называют любовь к себе эгоизмом. Да, точно так вот. Если посмотреть на то, как воспитывают детей, всегда заботятся о других, делая для других, и тогда ты хороший человек. Никогда не говорит тебе заботиться о себе. Следи за собой, ты можешь сказать себе, что ты красива. Кто тебе это говорит? Никто этого не говорит, потому что тогда ты тщеславен. Теперь, если взглянуть на это в более широкой перспективе, кому это выгодно? Выгодно власти, это выгодно. Им, что ты не веришь в себя, потому что если у нас есть все, эти люди, которые верят в себя, как ты можешь их контролировать? Ты не можешь контролировать людей. Если бы я, допустим, была человеком у власти и думала, что я плохой человек, или, думаю, просто хочу контролировать людей, я бы заставила их бояться всего. Я бы сказала им, если ты что-то сделаешь, ты попадешь прямо в ад. Я бы сказала, забота о других. Если ты заботишься о себе, ты плохой человек. Я бы говорила такие вещи. Это очень умный ход. Но также ты должен осознать, что это манипуляция.
Знаешь, многие люди также воспитывают своих детей, так что они не верят в себя. Они даже не осознают, что делают это. Но они так поступают, потому что думают: о, если ты сделаешь что-то для своей сестры, ты молодец, хороший мальчик или девочка, ты хорошо справился, если ты сделал что-то для своего одноклассника или друга. Тогда ты хороший человек, если ты сделал что-то. Для себя никто не похвалит тебя. За это никто не скажет: о, вау, так, что уверенность ты строишь, аплодируя себя. Посмотри на себя в зеркало и скажи: вау, о боже, ты получил новую работу. О, ты потрясающая, о боже, какая богиня. Говори с собой, это так легко. Для всех говорить так о своих друзьях, говорить так о людях, которых мы любим, но мы игнорируем самих себя больше всего. А ведь ты должен любить себя больше всего, потому что, когда ты любишь себя, ты любовь, ты создаешь любовь вокруг себя. Человек, который не любит себя, не может выходить и быть счастливым с остальными. Такого просто не бывает, знаешь, несчастье порождает еще больше несчастья, поэтому сначала нужно позаботиться о себе, как я себя чувствую, как я хочу себя чувствовать, как я могу это сделать. Я думаю, что уверенность связана еще и с навыками. Стань хорошим в чем-то, потому что многие люди не знают, как что-то делать, не хотят ничему учиться и просто жалуются: о, я просто не уверен в себе. Если ты просто не уверен, создай что-то, чтобы ты мог быть уверен в чем-то, и тогда приходит в твою внутреннюю уверенность. И также, когда люди говорят: ну я просто некрасивый, посмотри, как стать более красивым, ты можешь измениться, понимаешь? Но часто говорят: ты должна просто принять себя. Я не думаю, что это всегда так. Если бы я просто принимала себя, я бы до сих пор сидела в своей комнате. Мне пришлось изменить многое. И ты должна быть честна с собой. Иногда сама тот дьявол, которого пытаешься обвинить, потому что все хотят сказать: о, моя жизнь плохая, из-за этого должно быть кто-то наколдовал в моей жизни. Нет, дорогая, как ты ведешь себя, кого ты допускаешь рядом с собой, это тоже важный момент для уверенности. Например, у тебя плохие друзья или партнер, который постоянно тебя унижает. Ты позволяешь это, ты сама себя мучаешь. Ты должна быть честна с собой. Как только ты установишь границы, ты не будешь так со мной обращаться и действительно уходишь, смотри, как твоя уверенность взлетит. Потому что ты приняла решение уйти, когда кто-то говорит тебе нет. Ты не должна ничего говорить. Например, я выросла с отцом, который говорил: женщина не должна говорить, у женщины не должно быть голоса. Сейчас я чувствую себя наиболее уверенной, когда я говорю: я люблю это, потому что я приняла решение, что мой голос должен быть услышан. И это то, что можно, чем можно гордиться. Так что создавай вещи для себя, которым ты можешь гордиться, даже помощь кому-то, например, что-то дать. Им это уже то, чем можно гордиться. Ты сделал что-то хорошее, похвали себя за это. Ты училась, у тебя отличный тест. Любой другой результат потрясающе, гордись собой. Не жди, что другие будут сидеть рядом и аплодировать тебе. Сначала аплодируй себе. Просто будь собой, потому что я считаю, что мы можем стать лучшей версией себя. И это только отправная точка. А кто мы сейчас? Результат того, с чем мы росли. Мы впитали взрослее. Общество, все, это и нам нужно сбросить этот груз. Это мертвый груз. Нам нужно его сбросить, чтобы стать тем, кем мы должны быть. Я также хочу сказать, что мы говорим о любви к себе и о том, что если мы не любим себя, мы не можем любить окружающих. И это так верно, знаешь, даже в инструкциях в самолетах говорят, что ты должна сначала надеть маску на себя, а потом помочь другим. Такой смысл: если ты поможешь всем, а потом все, ты исчезнешь, это не работает так. Синдром самозванца. Знаешь, многие люди винят свои чувства или то, что они не
не пробуют что-то новое, не выходят из своей зоны комфорта, потому что чувствуют себя самозванцами, как будто они не в своем месте и не могут это сделать. Я думаю, в жизни просто нужно делать, и тогда все получится. Это как этот карандаш. Кто-то придумал, а потом создал. Так что если ты представляешь себя той версией, которой хочешь быть, и начинаешь так себя вести, вот тогда это проявляется в физическом мире, но все начинается здесь, кем бы ты ни была сейчас. Это то, кем ты говоришь себе, что ты являешься. Это то, кем твои родители сказали тебе быть. Это то, кем общество сказало тебе быть. И как ты должна себя вести, и кем быть. Так что кем ты являешься. Или будь собой. Не имеет смысла, потому что кто мы на самом деле. Я думаю, мы просто души на земле, и мы не знаем, как вести себя, как люди. Мы просто ждем возвращения домой. Но мы здесь. И это здорово. Я вижу жизнь как игру. Я вижу ее как возможность быть кем угодно, потому что это не важно. В конце концов, я никогда не буду с собой полностью. Так мы устроены. Мы души. Мы просто здесь, чтобы испытать жизнь на земле. Как только ты принимаешь это и думаешь, что для меня наиболее комфортно, кем бы я хотела быть, чтобы сделала меня счастливой, если бы я была этим человеком, ты начинаешь так себя вести, ты начинаешь вести себя, как этот человек, как бы он действовал, как бы он одевался, какие у него привычки. И как только ты делаешь что-то достаточно, долго это становится твоей жизнью. Ты делаешь это снова и снова. Если ты привык ходить в спортзал, каждое утро ты просыпаешься, у тебя будет подтянутое тело, потому что ты всегда в спортзале. Это не просто практика, это становится твоей сутью. Ты начинаешь понимать, ты не можешь, когда осознаешь, что все начинается в твоем уме. Так устроена жизнь, даже болезни физические, недуги, которые мы создаем, сначала зарождается в уме. Люди заболевают странными болезнями, потому что у них застряла травма, много стресса и все такое. Но это все эмоции, это все эмоции. Прежде чем они становятся физическими, как только ты это понимаешь, все начинается здесь. Все ты знаешь. Они говорят то же самое о том, чтобы не быть в иллюзиях. Они говорят, нет, не должна быть в иллюзиях, но мы в иллюзиях каждый день, каждый день. Мы в иллюзиях. Что ты можешь быть в иллюзиях каждый день, но не о том, чего ты хочешь. Это уже слишком. Да не так, как только ты понимаешь, что ум создает всю твою реальность. Всю жизнь, как только ты меняешь свое сознание, меняешь свои мысли или ставишь себе цель, например, вот человек, которым я хочу быть, вот кем я хочу предстать в этом человеческом теле. Да, потому что это как игра, и тогда ты становишься этим человеком, ты становишься им. Так люди начинают тебя воспринимать. Так твое окружение будет меняться. Так ты начнешь входить в комнаты, куда раньше не могла, потому что теперь ты просто новый персонаж. Это весело. О боже, да, это как новый уровень. Да, как новый уровень. Некоторые остались верны мне на протяжении всего времени, но некоторые люди, которые были рядом в трудные моменты, как бы поддерживали меня, надеясь, что у меня все получится. Но когда это случилось, они оказались не так уж рады. Знаешь, это вполне логично. Зависть. Это происходит, потому что им стало неудобно. Да, они не хотят быть рядом с тобой. Это становится неудобным, потому что ты когда-то была на этом же уровне что они, но ты выбралась. А теперь это значит, что этим людям приходится смотреть на себя и винить только себя. Теперь они могут винить общество, не могут винить место, где выросли, или что-то еще. Они не могут винить внешние обстоятельства, потому что ты смогла. И это как, о, значит, я тоже могла бы, но я не сделала, и это их разъедает, а потому рождается зависть. Знаешь, я думаю, зависть
Это хорошая эмоция. Почему? Потому что она показывает, чего ты хочешь. Если кто-то завидует мне, значит, он хочет то, что есть у меня. Или то, что он думает, что у меня есть. Или гламурную версию этого. Но это хорошо теперь, у тебя есть цель. Возьми эту зависть и трансформируй. Потому что я не говорю, что я лучше тебя. Я говорю, ты можешь сделать то же самое. Я получаю все, что я хочу. Ну, как аффирмации, и кто-то прокомментировал, да потому что ты миллионер. А я такая, но я пришла из ничего несколько лет назад. Я пришла из ничего. Я взяла на себя финансовую ситуацию в своей семье. Я подняла всех и даже сделала так, что моя семья теперь верит в себя, потому что я стала успешной. И теперь они думают, о, мы можем делать все, что захотим, потому что она это сделала. Так что не смотри на мой успех и не говори, но ты теперь здесь. 3 года назад я была точно как ты буквально. Так что да возьми эту зависть и начни думать. Хорошо, как я могу получить то, что у них, если ты завидуешь красоте или чему-то еще, это просто то, чего ты хочешь, это смысл твоих желаний. Ведь дело не в том человеке, это все в жизни, все, что мы переживаем, связано с нами. Мы всегда думаем о своей точке зрения. Все, даже то, что кто-то говорит, тебе это правда дело не в тебе. Когда ты понимаешь, ты знаешь, что это не про меня. Но я надеюсь, что ты получишь то, чего хочешь. Я посылаю им любовь и говорю, я надеюсь, ты придешь к этому, потому что это то, чего ты хочешь, иначе зачем завидовать? Я не завидую, как там людям, которые поднимаются в горы, потому что я не хочу подниматься на эту гору. Но я уверена, есть те, кто завидует тому, кто поднялся на гору, потому что это то, чего они хотят. Это хорошо, как только ты берешь эту энергию, вместо того, чтобы делать из нее что-то негативное, трансформирует. Когда они грустят, злятся, завидуют, они создают безумное искусство, музыку, все такое. Картины, все создается из этого. Сделай то же самое. Я думаю, главный посыл в том, чтобы быть вдохновленной, а не завистливой. Правда, воспринимай это так и не демонизируй. Люди думают, я завидую, значит, я плохой человек. Нет, ты просто хочешь то, чего не имеешь. Хорошо, тогда разберись, как ты можешь туда добраться. Если твои друзья смогли достичь этого 100%, то и ты тоже сможешь достичь этого. Но просто нужно подумать, как я могу сделать то, что сделала она. С самого детства у меня было это качество. У меня не было времени быть ребенком. Мне пришлось очень быстро повзрослеть. Я была взрослой с самого детства. Я была как мать своей матери. Из-за этого, когда я говорила что-то, моя мама называла меня адвокатом. Она говорила, ты защищаешь всех, ты видишь их точку зрения, ты видишь перспективу каждого человека. Но я понимаю, почему кто-то сделал то, что сделал. Я могу встать на их место и почти почувствовать то, что они чувствовали. Когда делали это, принимаю ли я поведение, даже если понимаю их нет, я могу понять, что ты поступил неправильно, но ты должен понять, что я поставлю здесь свою границу и скажу, ты больше никогда не сделаешь этого со мной. Вот так я действую. Я могу понять, могу проявить эмпатию к тебе, могу почувствовать жалость. Я не в твоем положении. Я счастлива, что я не просыпаюсь с ненавистью. Я счастлива, потому что думаю, что самое большое проклятие, которое Бог дал, это быть ненавистником, просыпаться с мыслями о том, сколько людей ты ненавидишь, или думать, давай сделаем его несчастным, ее несчастной. Это грустно. И я думаю, спасибо Богу, что я не такой человек, но я могу понять, проявить эмпатию к тебе. Но это не значит, что ты должен быть в моей жизни. Я чувствую, что если я уделяю внимание или подпитываю, или, скажем, реагирую на такие вещи,
Это впускает их в мою жизнь, мою реальность. Но для меня это так, как будто ты не существуешь в моем мире, если я не позволяю тебе существовать в нем. Вот и все. У меня есть такая сила. Я не позволю тебе существовать, если ты мне не нравишься. Ты понимаешь, о чем я? Границы. Да, это очень важно. Очень важно. Сегодня я бы сказала, начните верить в себя и начните верить в Бога. Я думаю, что верить в Бога– это верить в себя. Я думаю, мы недостаточно просим у Бога и не просим достаточно больших вещей. Нужно просить о мелочах и о больших вещах. И мне кажется, в последнее время я стала еще ближе к Богу. И мне кажется, чем ближе ты к Богу, тем выше твоя вибрация. И поэтому негативные и низковибрационные вещи не могут тебя затронуть, потому что ты не на той волне. Ты понимаешь, о чем я так? Что верь в себя. Верь, что все, чего ты хочешь, может случиться. И случится, неважно, сколько времени это займет. Это случится, просто случится. И ты должна в это верить. Но не зацикливайся на этом, не зацикливайся. Когда люди зацикливаются на чем-то, они начинают терять связь с собой. Когда ты зацикливаешься на деньгах, на славе, на отношениях, начинаешь терять себя. Всегда сохраняй связь с собой. Я думаю, один из самых истинных способов сохранить эту связь с собой– это сохранить связь с Богом. Подписывайтесь на канал «Простой разговор», ставьте лайки. Всем добра!